Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как можно удалить засор в унитазе очень простым, легким способом, буквально за парочку минут. Первый вариант, если у вас не очень большой засор, и вы никаких крупных вещей в унитаз не кидали, просто почему-то вода перестала сливаться, можно воспользоваться просто ёршиком и вот такими толкающими движениями, очень интенсивными, протолкнуть воду дальше в унитаз. Но я делаю не сильно активно, чтобы не брызгала на камеру. В некоторых случаях такой вариант может сработать. И тогда у вас прочистка займет буквально пару секунд. Второй момент, если вы действительно чего-то накидали в унитаз. Либо какие-то продукты, либо содержимое лотка от кошки, либо еще что-то серьезное. Допустим, какие-то предметы, частенько вот здесь вот крепится пластиковая держалка для мыла, и она может унитаз благополучно уйти. И тогда на нее накручивается очень много мусора, и вода начинает стоять в унитазе. Берем перчатки, максимально высокие. Если воды очень много, лучше взять большой пакет, натянуть на руку, буквально по плечо, и попытаться достать вот эти предметы, которые попали в унитаз. И тогда у вас засор быстренько уйдет. Если данный вариант не сработает, приступаем к следующему. Берем вантус, либо же как альтернатива можно использовать обычную баклажку, отрезать у нее дно. Можно также использовать баклажку от молока, пластиковую. Это тоже вариант, если у вас нет вот большой такой от воды. Вставляем туда внутрь в унитаз и активно, очень такими интенсивными, сильными движениями опять проталкиваем воду. То есть у нас получается принцип вантуса. И очень часто именно баклажка работает лучше, чем обычный вантус. В среднем уходит парочку минут, там 1-2, чтобы хорошенько, интенсивно протолкать. Засор туда-сюда расшатывается, распадается, и в итоге вода быстренько уходит. И вы справились с задачей. Но иногда получается так, что даже после 5 либо 10 минут не получается убрать засор. В чем может быть причина? Обратите внимание, когда вы толкаете воду, хлюпает ли вода в раковине, к примеру, либо же в ванне. И если есть вот такие вот странные звуки, это значит, что вот давление, которое вы создаете в туалете, где-то по канализации, по дополнительным трубочкам, может выходить либо в раковину, либо в ванну. И в этом случае обязательно нужно закрыть вообще все стоки воды, а также предохранитель от переливания, потому что воздух может выходить и здесь. За счет этого получается хлюпание и снижение давления, которое мы нагнетаем в унитазе. Лучше всего использовать мокрую тряпку. Это в раковине. Также в ванне закрываем вот здесь вот сток. Можно использовать вот такую штуку. И также нужно убрать, сделать изоляцию вот здесь вот от перелива, потому что воздух может выходить также здесь. Либо тряпку намотать, либо все это открутить, в зависимости от конструкции вашей ванны. Если хлюпает на кухне, то там тоже все нужно герметично закрыть. И тогда берем опять вантус, либо баклажку, и опять заново, прям с нуля начинаем работать. Может уйти, конечно, и 5-10 минут для устранения засора, но эффект практически стопроцентный. Вы пробьете унитаз. Если вам интересно узнать, как можно прочистить также сток в раковине, в ванне, какую технику использовать, какой подход в зависимости от типа засора, почему какие-то химические средства просто не работают, либо могут навредить канализации, вы можете посмотреть мое отдельное видео, очень подробно, там с теорией, и после этого вы забудете про любые засоры и очень хорошо сэкономите на сантехниках.
А на этом все. Я вам желаю, чтобы у вас все получилось буквально за 1-2 минутки. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!